На эту брошь меня вдохновила морская звезда, привезенная летом из отпуска. Ее лучи напоминают солнце, а текстура подсказывает соляную технику. Итак, эскиз и примерный план готовы. Можно приступать к работе. Для начала я введу пожирнее контур броши. Не страшно, если линии не будут идеально ровными. Это лишь примерный контур. Ровно мы потом отрежем ножом. А жирный контур нужен для того, чтобы легче было его перевести на лист белой бумаги. Итак, контур на бумаге. Берем ножницы и отрезаем лишнее. У нас получается шаблон. Для основы броши я взял белую глину. Впрочем, белой она будет оставаться недолго. Разминаю глину и раскатываю пласт на первом делении пастомашины. Размеры пласта чуть больше нарисованного контура. Кладу подготовленную глину на стекло, на котором она будет запекаться, и прикатываю скалкой. Края обрезаю по шаблону, оставляя запас примерно по 5 мм с каждой стороны. Время доставать соль. У меня это соль для ванны с ароматом иланг-иланга и грейпфрута. Вам, конечно, аромат ни о чем, а мне приятно. Именно эта соль понравилась мне кристаллами разного размера и цветом. Кстати, цвет еще сработает, вы это увидите чуть позже. Насыпаем слой соли на подготовленную глину. Насколько густо сыпать, решать вам. Сверху накрываем бумагой и прижимаем стеклом. При этом у нас получится очень ровная поверхность и кристаллы соли впечатаны в глину. Теперь с помощью шаблона отрезаем лишние с краев. С крупными кристаллами сделать это не совсем просто, но мелкие неровности можно будет сгладить уже после запекания. А из обрезков можно слепить бусину в соляной технике. В брошке нам эта бусина не пригодится, но любой мастер знает, что бусин много не бывает. До отправки в печь нам еще предстоит сделать заднюю часть брошки с креплением булавки. Не забываем при этом перевернуть шаблон. Прикладываем булавку чуть выше центра, чтобы потом готовая брошка не опрокидывалась на одежде. И отмечаем позиции, где в глине надо будет сделать прорезь. Глину для крепления булавки я раскатываю на втором делении пастомашины. Прикладываю сверху трафарет и шилом намечаю центры отверстий, а сами отверстия прорезаю готовыми каттерами. Это просто и аккуратно. В подготовленное отверстие вставляю булавку. Первый раз задняя часть брошки будет запекаться вместе с булавкой.
По шаблону отрезаю все лишнее и добавляю текстуру. Готовые детали первый раз запекаем примерно 20 минут. После запекания детали с солью отправляем в воду. Соль при этом растворяется, вода окрашивается, а часть цвета остается на глине. Это как раз то, о чем я вам говорил. Цвет сработал. Кстати, красиво выглядит, и в следующий раз я, возможно, оставлю именно такой вариант, но не сегодня. Деталь брошки я собираюсь тонировать холодной эмалью. Для этого сначала убираю булавку. Для тонировки я использовал два цвета холодной эмали. Сначала остановился на цвете 0,96, золото 24 карата, но он мне показался слишком светлым, поэтому я добавил еще 0,75 цвет, это медь. Для тонировки натираю детали из полимерной глины порошком холодной эмали. Излишки удаляю влажной салфеткой, после чего детали укладываю на стекло, на котором они будут запекаться. Детали с холодной эмалью отправляю запекаться на 20 минут. Водостойкой шкуркой обрабатываю поверхность деталей, при этом эмаль остается только в углублениях. Настало время приклеить булавку на место. А еще я добавлю немножко солнечного света. Это будет шифон манго. Раскатываю глину на втором делении пасты машины. Деталь с булавкой смазываю термоклеем. Прикрепляю на слой манго и обрезаю все лишнее. И еще один кусочек манго будет в центре броши. Это будет элемент, к которому будут крепиться лучи. Делаем последнее, третье запекание, на этот раз 40 минут, чтобы все как следует пропеклось.
Даем всем деталям остыть и приступаем к сборке лучей. Немного пошлифуем края. И склеим две половины нашей брошки. Лучи солнца я собирал, руководствуясь своим любимым правилом: ни в чем себе не отказывай. Любые бусины, любые цвета, любые размеры, лишь бы глаз радовался. Периодически я прикладываю к солнышку получившийся лучик и смотрю, радуется глаз или не радуется. Если радуется, значит все нормально. Откусываю лишний кусочек штифта, сверлю отверстие и вклеиваю лучик в солнышко. И так 8 раз. И небольшую пимпочку по центру. Глянцевым паркетным лаком я покрываю практически всю брошку. То есть изначально я хотел покрыть только манго, но не удержался, покрыл все. Наношу лак в 3 слоя с промежуточной сушкой 3 часа. Брошка уже хороша, но какое же солнце без магнитных бурь на нем? Бури я сделаю из медной проволоки. Чтобы отрезать нужное количество проволоки, возьму что-то совпадающее по размеру с солнцем, шило будет в самый раз. Я буду чернить медь, поэтому сначала избавлюсь от следов окисления. Лимонная кислота, разведенная в горячей воде, сделает это очень быстро. Беру готовый раствор для чернения меди и с помощью кисточки покрываю им медную проволоку. Проволока чернеет прямо на глазах. Чтобы закрепить проволоку на брошке, просверлю отверстие, в которое вклею один конец проволоки. Затем обмотаю круги вокруг солнца, периодически пропуская проволоку под лучами. И второй конец также вклею в отверстие, просверленное в брошке.
В некоторых местах уберу чернение, отполировав проволоку маникюрной пилкой. И в завершение покрываю проволоку цапон лаком. Я обычно делаю это на 2-3 слоя.